Всем привет! Меня зовут Всеволод, и в этом видео я покажу вам, как легко и просто сделать крутые тайлы для подземелья, для ДНД или любых других ваших настольных ролевых игр. Бесплатно. Нам понадобится картон потолще, картон потоньше, канцелярия и камушки для фактуры. Затем мы чертим план желаемого подземелья. В основном подземелья состоят из комнат и коридоров. Я решил сделать для себя 2 талика 2х2, 2 коридора 4х2. Для комнаты решил сделать талик 4х4. Также хочу сделать талик 6х6 и перекресток. Далее берем толстый картон и вырезаем из него основы для наших тайликов, с учетом того, что каждая клетка должна быть 3 на 3 см. Лучше всего для основания подходит трехслойный картон. Если у вас есть только двухслойный гофрокартон, я рекомендую его склеить. Склеивая картон таким образом, важно, чтобы ряды гофры внутри картона были перпендикулярны друг к другу. Это увеличит его прочность и износостойкость, а также, вероятнее всего, его не поведет при склеивании. После того, как я вырезал все основания, я проверяю план подземелья. У меня не оказалось достаточно большого куска картона для тайла 6х6, поэтому я сделал 2 тайла 5х4. Далее мы считаем, сколько нам необходимо плиток для тайлов нашего подземелья. Берем тонкий картон и расчерчиваем нужное количество. Каждая плитка должна быть 2,5 см на 2,5 см. После того, как мы расчертили, необходимо придать текстуру нашим плиткам. Для этого я использую камни. Просто максимально придавливайте камень, чтобы он оставил характерные повреждения на вашем картоне. Первым я попробовал кусок асфальта, мне не очень понравилось. Сильные выступы камня оставляли огромные вмятины, но при этом большая часть картона вокруг была не тронута. Тогда я взял второй камень, и то, как работает он, мне понравилось гораздо больше. Кроме того, он имел очень удобную форму для использования. Но на этом текстуры не заканчиваются. Далее мы берем обычную ручку и рисуем трещины на наших плитках. Вы можете поставить картинки тайлов в интернете, либо позволить богам направить ваши руки. На эти плитки у меня другие грандиозные планы. Вот что в итоге у меня получилось. Идем дальше. Вырезаем нашу плитку. Для красоты я решил обрезать своим плиткам уголки. Далее, используя клей ПВА, клеим плитки на основание. Одной капли клея достаточно. Просто ложите плитку на капельку клея и слегка придавливайте, чтобы распространить клей. Главное, убедитесь в том, чтобы вся плитка была смазана клеем. Ну или хотя бы большая ее часть. Для комнаты 4х4 у меня были особые планы. Здесь я хочу выложить пол в форме огромной змеи, что наподобие уробороса. У всех плиток здесь я вырежу середину, кроме головы и хвоста змеи. Я хочу, чтобы змея ползла в одном направлении, поэтому, клея плитку, я ложу ее внахлёст. По моей задумке, змея должна была ползти по спирали, но из-за того, что я плохо подгадал размер плитки, одного нахлёста от плиток оказалось недостаточно для того, чтобы это понять. Поэтому мне пришлось искать решение. И я быстро нашел его в вспомогательных треугольничках вдоль тела. Далее вы можете положить ваши тайлы под пресс, для того, чтобы избежать заворачивания плиток от клея, и чтобы ваше основание не повело. Но это не обязательно. Также я рекомендую укрепить вам ваши тайлы. Я буду использовать вот такие деревянные шпатели. Вы можете очень легко купить их в любой пятерочке или на рынке, за бесценок. К несчастью, когда я укреплял свои новые тайлы, моя камера скоропостижно выключилась, поэтому я покажу вам, как я это сделал на своих старых тайлах. Процесс предельно простой. Обрабатываем сторону горячим клеем и прижимаем шпатель. Если у вас нет таких деревянных шпателей, вы можете легко использовать тонкий картон. Укрепление сторон ваших тайлов, во-первых, обеспечит им гораздо более сильную износостойкость, а во-вторых, они будут выглядеть гораздо эстетичней. Далее просто откусите излишки, и ваши тайлы готовы. Теперь наше подземелье готово к покрасу. Какие же цвета нам потребуются? Пожалуй, нет. Вот так, то, что нужно. Сперва мы грунтуем все тайлы черным.
Хейтеры скажут, незачем использовать влажную палитру для покраса текстур. Но я им отвечу: мы же художники. Далее нам нужен серый цвет. Вы можете использовать готовый серый цвет, но настоящие бедные творцы смешивают. Далее при помощи техники сухой кисти красим все тайлы. Техника сухой кисти предельно проста. Не используя воду, вы набираете сухой кистью краску и вытираете ее излишки о бумажное полотенце до тех пор, пока мазок кисти практически не оставит краски. После этого очень быстрыми движениями обрабатывайте ваши тайлы. Для простоты я рекомендую сначала пройтись по тайлам в первых двух направлениях, а после в двух оставшихся. Сухая кисть идеально подчеркивает любой рельеф, который есть на ваших тайлах. Очень важно следить, чтобы на вашей кисти не было краски. В этом случае лучше меньше, чем больше, потому что иначе вы рискуете испортить свой тайл. Вот пример хорошей работы сухой кисти. А вот что бывает, если вы взяли слишком много краски. В итоге у нас получились универсальные тайлы для подземелья. Вы можете выстраивать любые лабиринты и подземелья, накладывать тайлы для небольшой вертикальности игровой карты. Также не стесняйтесь экспериментировать с формой тайлов, плиток, трещин на них и выкладывать пол различными мозаиками. Кроме всего прочего, не забывайте, эти тайлы двусторонние, а значит, вы всегда можете оформить вторую сторону в другом стиле и использовать ее, когда будет нужно. А вот разница укрепленных и неукрепленных тайлов. Без усиления краев они сильно изнашиваются, не говоря уже о том, что видно разрез картона, что сильно портит впечатление за игровым столом. Кстати, для старых тайлов я использовал двусторонний картон, поэтому я их склеил, как говорил ранее. То есть ряды гофры лежат перпендикулярно. А вот так выглядят края тайлов для моих монстров, которые я укрепил тонким картоном. Как видите, достаточно прочно и эстетично. Поздравляю! Теперь у вас есть отличное сборное подземелье на любой случай за игровым столом. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поддержите канал лайком и подпиской. Следующее видео будет о том, чем заполнить наше новоиспеченное подземелье. Ох, как я устал. Я чую темные силы в этом подземелье, Мишаня. О, а что это тут у нас? Как заманчиво. Давай поглядим поближе. Подозрительно. Ты это слышал? А я говорил, тебе не стоило есть те грибы. Ладно. Берем сундучок и уходим. Твою ж мать. Ребят, а что такие каменные лица? Валим, валим, Мишаня! Нашел топор на камень. Забрал сундук с деньгами, да. Нашел топор на камень. Бежит голем за нами. Нет. Ой, ребят, вот это колонны. Не судите строго, в следующем выпуске сделаю нормальные колонны.